Всем привет, дорогие друзья! Вы ни за что не угадаете, кто спонсор сегодняшнего обзора. Не буду вас томить, это вы. Вы проспонсировали этот обзор, покупая материалы в магазине Jackson's Art по моей ссылке. Спасибо вам за это огромное. Если бы не вы, когда бы я еще купила эту сладкую кондитерскую мякотку от мира арт-материалов? Это огромный набор японских цветных карандашей самых деликатных пастельных цветов. На русском ютубе мало обзоров на эти карандаши, и в этом огромный плюс вот такого независимого спонсирования. То есть я сама выбираю реально интересные для меня и для моих зрителей материалы, которые никогда не пришлют на обзор. Сразу хочу предупредить, что сегодня буду говорить не только комплименты, будет разговор и о недостатках. Поэтому попрошу не злиться и не расстраиваться людей, которые являются фанатами Гальбейнов. Надеюсь только на то, что именно за это вы и цените мои обзоры. Я говорю обо всем, что вижу, включая и проблемы материала. Что же это за фирма такая? Немногие знают ее у нас в России. Это японская фирма, которая уже 120 лет. В основном она известна своей акварелью, но ассортимент довольно богатый, есть и гуашь, и акрил. К сожалению, то, что фирма родом из Японии, сказывается на доступности этих карандашей. Их сложно купить не только в России, но и в Европе, и в Америке. Обратите внимание, это написано прямо на упаковке. Цена. К сожалению, в России цена одного карандаша очень высокая. 320 рублей. Продаются они не совсем официально. Если вы интересуетесь цветными карандашами, вы видели сайты перекупщиков, где кроме Гальбейнов еще и призмы Color продают, которые тоже не поставляются в Россию. Но я таким полуофициальным сайтам не доверяю. Мне гораздо спокойнее покупать в официальных магазинах, особенно если речь идет о существенных суммах, которые придется потратить. Поэтому я до сих пор так и не попробовала призмы, но не продают их официально у нас в России. Относительно недавно карандаши Гальбейн, видимо, по многочисленным заявкам, появились в магазине Jackson's Art, и вы можете купить их по цене 250 рублей за один карандаш. Это существенно дешевле, чем у наших перекупщиков, хотя все-таки цена кусается. Моя посылка, кстати, пришла с бесплатной доставкой, но проблема в том, что поставки этих карандашей на Jackson's недостаточно большие, спрос значительно превышает предложение. Карандаши быстро разбирают и приходится ждать следующей поставки. Периодически приходить на сайт, мониторить, не появились ли они, то есть их нужно ловить. А вот если загуглить «купить карандаши Гальбейн», вы можете с радостью обнаружить, что их можно купить в нашем интернет-магазине Озон. Но не обольщайтесь, это всего лишь как бы филиал Jackson's Art на Озоне, и если покупать здесь, будет дороже. То есть Озон выступает как посредник, так что обращайтесь непосредственно к первоисточнику и берите там. Товар приходит довольно быстро, не переживайте. Мой набор в 50 карандашей пастельных оттенков стоил 11 тысяч рублей. Полного набора в 150 цветов на Jackson's я никогда не видела, но при большом желании все эти 150 цветов можно набрать поштучно. Ссылку на них я оставлю в описании. Не забывайте, если для покупки вы переходите на сайт по моей ссылке и покупаете что угодно, не обязательно эти карандаши, то поддерживайте будущие интересные обзоры. При том, что вам это ничего не стоит, а при первой покупке скидка 10%, если не ошибаюсь. Упаковка. Я не расстроилась по поводу упаковки, потому что видела ее в зарубежных обзорах заранее, но если бы я заказывала вслепую, возможно, меня бы это слегка разочаровало. Все-таки за 11 тысяч ожидаешь либо жестянку, либо жесткий картон, как у карандаш Luminance. Но тут картонная коробка и пластиковый прозрачный поддон. Это нормальная упаковка, она не разваливается, на ней приятный принт, но эту подачу при всем желании не похвалишь. Хотя это, возможно, конечно, вкусовщина. Конечно, у Гальбейнов есть и другие наборы, и в жестянках, и в дереве, но сегодня мы говорим именно об этом пастельном наборе. Теперь я хотела бы рассказать, зачем вообще мне эти карандаши. Так получилось, что цветные карандаши — это одна из моих основных техник. Я использую их в профессиональных целях. Работаю на заказ, и мне нужны самые лучшие материалы. Они как минимум не должны выцвести на стене у заказчика. Мне интересно, что появляется на арт-рынке, и я открыта новым маркам не потому, что мне не нравятся мои карандаши, которые у меня сейчас есть, а потому что я хочу их чем-то дополнить. Меня не интересуют ученические или детские материалы, поэтому на канале так мало обзоров на них. Просто хочется делать видео о том, чем будешь потом работать. А работать полупрофессиональными материалами я не буду. Не потому что я сноб, а просто потому
потому, что у меня есть материалы лучше, и рука просто не потянется к менее качественному. Вопрос цены меня не интересует, потому что на это есть бюджет, который заложен в цену заказа. Во время работы я не хочу танцевать с бубном, я хочу сосредоточиться на другом, а именно на портрете. Поэтому я не тороплюсь делать обзоры на Бруно Висконти, на Малевич, на Марка, хотя вы об этом часто просите. Просто мне это будет не так интересно. Для справки существует некоторое количество премиальных цветных карандашей. Я тестировала не все, но основные пробовала, и обзоры на них есть у меня на канале, вы можете поискать их. Основные марки, которые используют профессионалы, это Faber-Castell Polychromos, это карандаш Luminance и Derwent Lightfast. К моему большому сожалению, Lightfast покинули мою рабочую палитру, потому что показали неприятное свойство. Темные оттенки со временем покрываются белесым налетом. Я сняла это на видео, сейчас пытаюсь это показать, надеюсь, вы все сами заметили. Также в моей личной палитре есть карандаш Paolo. Мне они пока нравятся, могу сказать о них только хорошее. Они не такие популярны, и, возможно, вы о них не слышали, но обратите на них внимание, они относительно недорогие. Что касается двух других профмарок, полихромосы обладают идеальным балансом твердости. С одной стороны, они приятные и ярко ложатся на бумагу, а с другой стороны, за счет того, что их твердость HB, они дольше сохраняют острый кончик, и материал не сразу забивает текстуру бумаги, поэтому позволяет нанесение очень многих слоев. Расходуются они экономно, но в палитре Polychromos отсутствуют некоторые необходимые мне цвета. Мне нужны более приглушенные, естественные цвета для портретов, а Фаберы в основном яркие. Люминансы имеют более интересные цвета, они гораздо более мягкие, восковые, дают очень плотное сплошное покрытие, яркие, насыщенные, при этом светостойкие, как и полихромосы, однако более дорогие. Они слабо доступны в России, купить можно, но далеко не везде. Есть еще японские Рожетен, довольно дорогие, и какие-то малоизвестные у нас американские марки. Возможно, я когда-нибудь смогу их попробовать и расскажу вам о них. Prisma Color – это не профессиональная марка. И чтобы так считать, у меня вагон и маленькая тележка причин. Если хотите послушать об этом подробнее, обязательно напишите в комментариях. Вот, после этой справки вернемся к Гальбейнам. Посмотрим на их корпус. Имея небольшой опыт, просто при взгляде на корпус карандаша вы можете определить класс этого карандаша. У хороших карандашей он аккуратный, кончик запаян, дерево легко точится, на корпусе есть нужная информация. Здесь у Гальбейнов почти все в порядке. Приятный корпус, четко окрашенный в цвет грифеля, есть информация о названии цвета и светостойкости, аккуратно прокрашены, золотая надпись выгравирована и не стирается. Почему я сказала почти все в порядке? А потому что один из моих 50 карандашей имеет трещину корпуса. Вот посмотрите, я его пока не точила, просто немного выкрасила. Такого быть ни в коем случае не должно. С одной стороны, возможно, это сбой в производстве 1 на миллион, то есть очень редкий брак, но с другой стороны, у меня теперь гораздо меньше доверия к марке. Именно из таких мелочей состоит качество. Кстати, насчет светостойкости непонятная картина. Система оценки светостойкости у Гальбейнов своя собственная, поэтому не до конца ясно, что они имеют в виду под этими звездами. Но я обратила внимание на то, что многие из этих карандашей имеют 2 или даже 1 звезду светостойкости. Это как-то грустно. Скорее всего, придется проверять все это самостоятельно, оставив выкраску на солнце. Я все это сделаю, как только световой день станет немного длиннее. Сейчас пока это все бесполезно, солнца все равно нет. И раз уж у меня возникли некоторые подозрения насчет качества, я решила вскрыть запаянный кончик и посмотреть, доходит ли грифель до конца корпуса. Вот смотрите, что получилось. Грифель доходит до самого конца. Это очень радует, у профессиональных карандашей должно быть только так. Сейчас я показываю вам выкраску этих карандашей. Всего общая палитра насчитывает 150 цветов. Для цветных карандашей это очень богато. В этом наборе целых 10 телесных. Для портретистов это просто потрясающе. Во всей палитре полихромосов только 3 условно-телесных цвета, которые все же приходится мешать с другими оттенками, чтобы немного приглушить их яркость. А здесь уже готовые припыленные цвета. Что интересно, эти цвета подходящие для изображения азиатской кожи. Они желтоватого оттенка, в отличие от розоватых телесных у полихромосов. Эта особенность неудивительна, ведь, как я уже говорила, карандаши это японские. Такого количества пастельных цветов нет ни в одной марке. Для моей личной коллекции карандашей, для моей личной палитры, почти все эти цвета новые и уникальные. То есть они не повторяются в других марках.
за исключением нескольких цветов. И вот вся эта пастельность, это опять-таки привет японцам, потому что они большие любители вот таких нежных оттенков. И, между прочим, страдают от их отсутствия в европейских марках карандашей. А вот тут в своей собственной марке они прям разгулялись. Особенно порадовали бледно-зеленые и синие, которые можно будет смело добавлять в оттенки кожи, потому что они деликатные. То есть даже если вы набираете эти оттенки плотным жирным слоем, они все равно остаются светлыми. Чтобы получить такие пастельные цвета в других марках, приходится наносить цвет первым слоем, а сверху блендить белым карандашом. Кстати, насчет белого. Хотя в моем наборе его не было, я все равно о нем, естественно, расскажу, потому что белых оттенков у Гальбейн целых 2. И это чрезвычайно интересный факт. Есть белый, а есть мягкий белый, который и представляет особенный интерес. Он мягкий в прямом смысле слова, то есть по текстуре, и поэтому производитель предупреждает, что его нельзя точить точилкой, только ножом. Кроме того, как говорят, это самый укрывистый белый цвет вообще из всех существующих. Из минусов за счет своей мягкости он расходуется, конечно же, очень быстро. Так что я теперь очень хочу его попробовать и ловлю его на сайте. А поймать его не так просто, потому что этот цвет разбирают самым первым. И если в палитре есть 2 белых, то, естественно, и 2 черных. Но тут не так интересно, по всей видимости, они отличаются лишь температурой цвета, один более теплый, другой более холодный. Ну и то, как по отзывам, это совсем небольшое отличие. Также в общей палитре есть люминесцентные цвета с минимальной светостойкостью, но это в принципе характерно для таких цветов. Для меня они были бы совершенно бесполезны, но для кого-то, возможно, эти цвета необходимы. Также я обратила внимание на очень неплохой выбор металликов, хотя металлические карандаши я использую крайне редко. Также я хотела бы обратить ваше внимание на укрывистость оттенков. Я специально для этого нанесла на выкраску контрольные черные полосы. Конечно, никакие цветные карандаши не дают глухую укрывистость. Вот эту черную полоску будет видно всегда, но здесь мы видим все же довольно непрозрачные оттенки, особенно фиолетовые и голубые, и всего один прозрачный оттенок, салатовый. Я ценю в цветных карандашах вот такое плотное покрытие, это может очень сильно пригодиться в работе. Светостойкость указана, и она в основном средняя, состава нет, только названия и номера. Сам производитель сообщает о сложном составе. Эти карандаши не масляные, как полихромосы, и не восковые, как люминансы, это что-то среднее. Здесь мы имеем замес из масла и воска, и в процессе работы это ощущается. Они определенно мягче полихромосов и ближе к люминансам. Как они себя проявили в работе? Как вы видите, у меня в наборе только пастельные цвета, но я во что бы то ни стало хотела нарисовать портрет именно этим набором, без добавления других карандашей. То есть портрет исключительно светлыми карандашами. Задача странная, но мне стало интересно посмотреть, насколько они плотные, насколько они насыщенные, и я должна сказать, что покрытие не разочаровало. Насыщенное и даже укрывистое, жирное. Даже с такой светлой палитрой мне все-таки удалось изобразить и свет, и тень, потому что у них большой диапазон, что свойственно всем хорошо пигментированным материалам. И это проявляется даже в пастельных цветах, а ведь есть еще и темные. Первые впечатления от этих карандашей были очень хорошие, супер мягкое нанесение. Я захотела, чтобы вы послушали, как мягко они наносятся и, возможно, поняли эти ощущения. А теперь давайте сравним с обычным карандашом. А теперь опять Гальбейн. Их как-то приятно смешивать, растяжка получается плавная, но все-таки я не могу сказать, что это простой материал, и это подтверждают многочисленные отзывы. Многие, особенно начинающие художники, испытывают проблемы с этой жирной текстурой. Даже в моем спидпейнте заметно, что карандаши наносятся как восковые мелки и дают небольшое количество катышек. Будьте аккуратнее с ними, они очень липкие, и их может быть тяжело оттирать со стола потом. Я делала максимально плотное покрытие для того, чтобы посмотреть, на каком этапе они перестают наслаиваться. После того, как вы полностью забили текстуру бумаги,
и она стала блестеть, вы все же можете еще добавлять какие-то точечные пигментированные штришки, но в целом они перестают наслаиваться и ведут себя похоже на масляную пастель. То есть верхний слой может содрать нижний, и поэтому наносить нужно очень нежно. Самый последний слой наносится комками, то есть к этому нужно отнестись внимательно и не проспать этот момент последнего возможного слоя. Еще я читала, что многим не нравится блеск красочного покрытия. Я попробовала заматировать поверхность с помощью разных типов растирок, но это сработало в обратную сторону. Какую бы растирку я ни брала, у меня получалось не матирование, а полировка. Слой стал более равномерно блестящим. Учитывайте это, если вы не любите, когда работа блестит. Я к этому отношусь спокойно, особенно если кроме объекта покрывать цветными карандашами и фон тоже. Получается эффект лакового покрытия. Единственный материал, который я добавляла в работу, кроме этих карандашей, это блендер от фирмы Карандаш. Просто мне его очень хотелось попробовать как можно скорее. Могу сказать, что они прекрасно сочетаются. А вообще у Gulben есть собственный блендер, но он жидкий. Это единственная марка карандашей, которая в дополнение к ним выпускает растворитель Melts. Я не пробовала этот растворитель, поэтому ничего конкретного сказать не могу. Я думаю, он напоминает Z-Seed, скорее всего. Это была просто информация для информации. С недавнего времени меня очень волнует вопрос, проявляется ли налет на красочном слое по прошествии времени. К сожалению, для того, чтобы это проверить, нужно немного больше времени, чем у меня есть сейчас. Но если этот налет вдруг появится, я обязательно напишу об этом в закрепленном комментарии. Так что обратите на это внимание. Под видео могут быть какие-то полезные дополнения. Или если у вас есть какие-то важные наблюдения, пишите, пожалуйста, и я закреплю ваш коммент, чтобы все видели эту информацию. Еще раз хочу упомянуть о том, что потресканный грифель – это признак низкокачественных карандашей. С профессиональными карандашами такое вообще недопустимо. Я много раз очень жестко роняла полихромосы и откалывался только свободный от дерева грифель. Все, что внутри, было намертво закреплено. Поэтому, если что-то поломается, будьте уверены, я очень расстроюсь. Для меня это будет повод навсегда забыть о марке, и я обязательно вам об этом сообщу. Вот, кстати, у меня был обзор на цветные карандаши Сонет, и вот там как раз карандаш невозможно было подточить, потому что он рассыпался, то есть он внутри был потресканный. И мне там писали миллион причин, почему в этом виновата я, а не фирма. Говорили, что я точила точилкой, а нужно было аккуратно ножиком. Даже пытались оскорблять, вроде как, ну понятно, какой ты художник, если пользуешься точилкой. Вот интересно, сейчас будет столько же защитников у этих дорогих карандашей, так же, как тогда было и у Сонета. И как вывод, вот по поводу этих карандашей двоякие ощущения. С одной стороны, это потрясающе красивый подбор пастельных, таких лакомых оттенков, волшебное нанесение и мягкий блендинг, на первый взгляд хорошо лакированный и аккуратный корпус. Вроде бери и радуйся, однако у меня существует ряд вопросов. Во-первых, это, конечно, треснувший корпус. Если есть брак, то может он не только в этом, может производитель допускает другие ошибки, которые не видны глазу вот так вот. Во-вторых, это вопросы к светостойкости. Она даже по заявлению производителя не шикарная, а для меня это важно. Но светостойкость, конечно, еще нужно проверять, поэтому там могут быть сюрпризы. Может, наоборот, светостойкость очень хорошая, я не знаю. Самый главный вопрос, дотягивает ли качество этих карандашей до профессионального уровня. Если нет, то цена сильно завышена. Полупрофессиональный материал не должен столько стоить. Учтите также, что из-за мягкости у них довольно большой расход. Это еще один минус в графу экономия. Вот это то, что меня действительно волнует. Могу ли я смело добавить их в свою палитру? Пока у них испытательный срок. Опять-таки, если будут новости, я вам их сообщу. Однако определенно советую хотя бы попробовать несколько карандашей этого бренда, если вы профи, а если нет, то покупка, конечно, может ударить вам по карману. Но цвета все-таки очень крутые. Надеюсь, те тесты, которые я сегодня показала, дали вам достаточно информации для того, чтобы определиться с тем, нужны ли вам эти карандаши. Спасибо, что досмотрели до конца, и всем пока!